Подписчикам привет! Сегодня фильм «Тренировочный день», 2001 год, автор сценария Дэвид Эйр, режиссер Антуан Фукуа, в ролях Дензел Вашингтон и Итан Хоук. Бюджет 45, сборы 104,9 миллионов долларов. Вашингтон выиграл премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Сюжет. Молодого копа Джейка переводят в отдел по борьбе с запрещенными веществами. Напарник у него Алонзо. Фильм рассказывает о первом дне Джейка с новым напарником и обо всем, что с ним приключилось в этот самый день, который Алонзо назвал тренировочным. На сегодняшний день это единственная явно отрицательная роль в послужном списке Вашингтона, если я ничего не путаю. Фильм я видела давно, но персонаж Алонзо меня потряс. Подонок, мерзавец и просто бандит, да к тому же коп. А ведь, судя по его рассказам, он не был таким, он был таким же честным, как Джейк. Я попытаюсь понять, что сделало его таким. Ну, начать надо, наверное, с названия отдела. Приходится иметь дело с запрещенными веществами, и вот тут-то надо очень серьезно подойти к этому вопросу. Если ты действительно пришел в полицию работать по призванию, пришел помогать людям, то эти самые вещества должны быть табу для тебя. Почему? Да потому что в первую очередь это зависимость. А зависимый человек похож на собаку на поводке. Во-вторых, это повод шантажировать тебя, так как честный образ копа и какие-то там вещества – две вещи несовместные. Ну и как следствие затуманенный мозг, маленькой зарплаты копа не хватает на вещества, а дальше следует преступление с использованием служебного положения и так далее. Получается, наш персонаж Алонзо ни в чем не виноват, это все проклятые обстоятельства, которые всегда сильнее нас. Теперь давайте посмотрим на Джейка. Тщедушный ботаник, интеллигентный, которому сразу не нравятся скабрезные шутки Алонзо в адрес женщины-коллеги и его жены. Он достаточно тверд, когда отказывается от употребления веществ, но, к моему великому сожалению, под напором Алонзо он все-таки сдался. В финале выяснится, что Алонзо отвел Джейку роль козла отпущения с самого начала. Я всегда думала и думаю, что люди, склонные к зависимостям, будь то алкогольная или еще какая-нибудь, по большому счету добрые и мягкотелые люди. Почему я так думаю? Начну с себя. Я долгое время работала в офисе в большом коллективе. Ну и как следствие обязательно посещение корпоративов. А какой корпорат без алкоголя? Так вот, некоторые товарищи, от которых ты зависишь согласно иерархии, буквально пытаются залить в тебя дозу алкоголя, и ты буквально как герой со стервенением говоришь «нет» со всеми вытекающими. То есть тебе нужно проявить такую силу воли, такую стервозную твердость характера, что не всем это под силу. Кроме того, ты рискуешь быть белой вороной и, как следствие, особенно отношение к тебе всего коллектива. Мне всегда казалось, что я на работу хожу работать, а как я провожу время вне работы, это никого не касается. Но, похоже, руководство так не думает. Поэтому при всем моем уважении к командному духу я бы посоветовала некоторым руководителям пересмотреть свое отношение к проявлению этого самого духа за столом, где присутствуют напитки, способствующие неадекватному поведению твоих подчиненных. Да в конце концов ты имеешь право не вредить своему здоровью, или, если оно уже под вопросом, не навредить еще больше. В сцене, когда Алонзо приказывает Джейку убить человека, которого они по сути ограбили, Джейк категорично говорит «нет», и было видно, что он не сделает этого, несмотря ни на что, несмотря на шантаж и угрозы. И последней каплей в чашу прозрения Джейка относительно Алонзо стал заказ мексиканцам убийства самого Джейка. Очень часто в фильмах показывают, что у женатых мужчин есть другая семья. У продажного копа была жена и 4 сыновей, и была любовница с сыном, вроде все пристойно в кавычках, и любовница-красавица в исполнении Евы Мендес хороша, и Джейка накормила, и сынок похож на Алонзо. Но Алонзо не стал по-настоящему ему отцом. Ох уж эти обстоятельства, так легко спрятаться за ними. Алонзо в подобных обстоятельствах свернул не в ту сторону, а Джейк сказал твердое «нет». Дело, наверное, еще в семье и воспитании. Вот Алонзо совершал кучу всяких должностных преступлений и наверняка оправдывал себя наличием большой семьи, плюс любовница с сыном. Вот почему он совершил убийство? Потому что ему понадобился 1 миллион долларов. А для чего ему понадобился 1 миллион? А чтобы откупиться. А почему ему надо было откупиться? Потому что он, будучи копом и, наверное, под воздействием чего-то, избил человека. Да не просто человека, а большую шишку, как выразились в фильме. Вот и получается, коп совершает первое преступление, его не наказывают. Второе опять не наказывают. Ну, к третьему он подходит, уже ощущая себя всемогущим. В финале зло наказано, только не законом, а более крутым злом. На сегодня все. Подписываемся на канал. Всем пока.